если уйдем несколько веков вперед, в XI-XII век, к славянским источникам. И тут можем наблюдать за тем, что авторы исторических источников считали, что славяне – это один народ, несмотря на то, что он находится в разных государствах. Такой источник, например, «Повесть временных лет». А еще более древний источник, хотя он не сохранился в оригинальном своем виде, «Жития святых Кирилла и Мефодия», тоже говорят об одном славянском народе, об одном славянском языке. Один из древнейших источников тут «Русская повесть временных лет». Автор пишет: «От тех славян разошлись славяне по земле и прозвались именами своими от мест, на которых сели. Так одни, придя, сели на реке именем Марава и прозвались Марава, а другие назвались чехи. А вот еще те же славяне, белые хорваты и сербы, и хрутане. Когда волохи напали на славян дунайских и поселились среди них, и притесняли их, то славяне эти пришли и сели на Висле и прозвались ляхами, а от тех ляхов пошли поляки. Другие ляхи – лютичи, иные – мазовшане, иные – поморяне. Также и эти славяне пришли и сели по Днепру и назвались полянами, а другие – древлянами, потому что сели в лесах. А другие сели между Припятью и Двиною и назвались Дреговичами. Иные сели по Двине и назвались палачанами, по речке, впадающей в Двину, именуемой Полота. От нее и назвались палачане. Те же славяне, которые сели около озера Ильменя, назвали своим именем славянами и построили город и назвали его Новгородом. А другие сели по Десне и по Сейму и по Суле и назвались северянами. И так разошелся славянский народ, а по его имени и грамота назвалась славянской». Примечательно то, что автор пишет о том, что так разошелся славянский язык, то есть славянский народ, а не славянские народы. Это первое зафиксированное свидетельство о том, что восточные славяне действительно считали всех славян одним народом.